Чтобы сделать домашнюю картофельную пюрешечку, нужно в первую очередь сделать над собой усилие. Например, поехать на дачу и накопать картошки. А если нет дачи, ничего страшного, нужно поехать в магазин и там накопать картошки. В принципе, картошку можно накопать даже у себя дома на кухне, потому что она на кухне иногда растет. Вот смотрите, у меня недавно наросло под раковиной. Но это старый способ. Почему? Потому что нужно картошку сварить, потом ее намять. Гораздо проще. Взять стаканчик Ролтон и добавить кипятка. Вот что нам пишут про Ролтон. Смотрите-ка. 55 граммов весит вот этот стакан. И вот в этих 55 граммах аж целых 335 граммов натуральной картошки. Как получается вот такое пюре из натуральной картошки, как его делают и как потом с помощью него всего за 3 минуты получается настоящее пюре, мы сейчас с вами и выясним. Это Паша. Он очень любит картофельное пюре и варит его в кастрюле. Так, картошка, чистим, варим, толчем, льем молоко. Готово. А это Евгений. От пюре просто фанатеет. Но он решил полакомиться любимым блюдом не из кастрюли, а из стаканчика. Что-то не похоже на картошку. Программа «Галилео» готова доказать, что для производства пюре из стаканчика нужно делать все то же самое, что и при готовке пюре традиционного. Итак, мы на фабрике по производству сухого картофельного пюре. Что там первое по списку? Картошка? Вот и она. По транспортеру клубни отправляются в мойку. Только моют их не в раковине, а в огромном барабане. Мощный поток воды смывает прилипшую грязь. После ванны картошка принимает еще и горячий душ для надежности. Теперь чистка. На Руси издревле использовались автоматы данного типа. Скорость чистки – 1 мужчина, 40 картофелин в час. Или 20, если чистят для офицеров. Просто для офицеров нужно чистить старательно. На фабрике картошку очищают со скоростью 9000 натренированных рядовых, 8 тонн картошки в час. Но никаких ножей и ведер. Из бункера накопителя мытые клубни попадают в паровой котел. Уже варят, что ли? На самом деле на пару клубни не варятся, а очищаются. Ошпаренная кожура лопается, и теперь ее легко можно снять. Делается это круглыми щетками внутри автомата. Машина трудится, а человек принимает работу. Операторы отбраковывают поврежденные клубни. А как же картофельные глазки? Их кто будет вырезать? Не торопитесь, скоро узнаете. А мы пока решим задачу. Какая картофелина быстрее сварится? Целая или нарезанная? Засекаем время. Поехали! Нарезанная выиграла. Протыкается вилкой на 4 минуты раньше целой. Вот и на фабрике очищенную картошку обязательно режут, только не обычным ножом, как дома, а гидрорезкой. Это такой картофельный коллайдер. В ускорителе клубни разгоняют струей воды до 250 км в час. На такой гоночной скорости они врезаются в 4 лезвия, установленные поперек трубы. Естественно, после этого от картофелин остаются одни кругляши. На фабрике их ласково называют шайбами. Ну вот, наконец, и варка. Кстати, принцип варки на заводе такой, что его не грех использовать и для домашнего пюре. Итак, следите за руками. Кладем картошку в кипяток, даем закипеть, засекаем время и через 2,5 минуты сливаем воду. Что? Она же совершенно сырая. Терпение. Мы еще не варили. Мы только бланшировали картошку. То есть, по сути дела, хорошенько ошпарили ее кипятком и остудили. А теперь еще раз заливаем клубни водой и варим уже до готовности. На фабрике те же самые процессы происходят вот в этих баках. Но зачем нужно варить картошку в 2 приема? Объясняем.
На 25% картошка состоит из зерен крахмала. При быстром нагревании эти зерна разбухают, разрушаются и превращаются в клейстер. То есть вместо пюре может получиться липкий студень. А если варить в несколько заходов, зерна крахмала остаются целыми, и картошка выходит не клейкой, а рассыпчатой. А Галилео продолжает опыты. Мы предложили обоим любителям пюре пробежать кросс с утяжелением. Паша бежал с сырой картошкой, а Евгений с картошкой в стаканчиках. Эй, почему они бегут в неравных условиях? А почему вы думаете, что условия не равны? Из 1 килограмма сухого картофеля можно приготовить столько же пюре, сколько из 15 килограммов сырой картошки. У Евгения та же картошка, только обезвоженная. Однако вернемся на фабрику. Сварившийся картофель пропускают между 5 волками. Волки, как скалки, разминают картошку и раскатывают ее тонким слоем на горячий барабан, на котором она и подсыхает. Зазор между волками и барабаном всего 2 миллиметра. Ни один глазок или остаток кожуры сюда не пролезет, только чистое пюре. Не верите? У программы «Галилео» есть доказательства. Это тот же барабан, но с обратной стороны. А это что? Бумага? Нет, это наше высушенное пюре. Тонкое, как бумажный лист. И абсолютно чистое. Все глазки и прочие несъедобности остались за кадром. Пардон, за зазором. А теперь картофельную бумагу безжалостно сомнут и перемелют на мельнице в сухое пюре, с которым и бежал Евгений. И расфасуют, только уже не по 2, а по 25 килограммов в каждом мешке. Прежде чем пюре попадет в привычные стаканчики, в него нужно добавить специи и приправы, так оно будет вкуснее. Дома специи и приправы мы храним обычно в кухонном шкафу. А вот как выглядит кухонный шкаф на заводе. Стеллажи высотой с 4-этажный дом. Этот склад оборудован по последнему слову техники. Все полки и ячейки пронумерованы. То есть у каждого продукта есть что-то вроде почтового адреса, по которому их можно легко найти. А как достают продукты с самых высоких полок? С помощью автопогрузчика. Раз — и готово. Все продукты, необходимые для приготовления пюре, привозят в рецептурный цех. Если Паша варит в кастрюле, то здесь все масштабнее. Приправы меряют не на граммы, а на сотни килограммов. Что же, кроме картошки, попадет в стаканчики? На фабрике Ролтон делают целых 5 видов картофельного пюре. Из зелени добавляют петрушку, укроп, лук и чеснок. Еще сушеные кусочки мяса или курицы, грибы или крутоны, так называют маленькие сухарики. И, наконец, сливки. Обратите внимание, все продукты натуральные, только высушенные. Все добавки к пюре проходят через сублимационную сушку, где влага удаляется из них под вакуумом. При этом все питательные вещества, микроэлементы, витамины, естественный вкус, цвет и запах сохраняются. Все это старательно перемешивают с сухим пюре вот в этом миксере, чтобы никого не обидеть. Ведь в каждый стаканчик должно попасть поровну и зелени, и мяса. Но мы договорились доверять, но проверять. А поэтому заглянем в лабораторию. На заводе и готовый продукт, и сырье проходят постоянный контроль. Самое главное, сухое пюре должно храниться не менее 12 месяцев и не терять при этом своего качества. Это возможно только при уровне влажности хлопьев не выше 5-7%. Так, проверяем. Порядок. В лаборатории картофельное пюре не только проверяют, но и пробуют на вкус. Это дегустация. Ее проводят, чтобы узнать, какое пюре людям больше всего нравится. Наибольшей популярностью в России пользуется пюре с курицей. А мы вернемся на завод. Финишная прямая. Из миксера сухое пюре отправляют на расфасовку. Смесь через воронку по трубам попадает вот в эту машину и оттуда в стаканчики.
За 1 минуту здесь упаковывают по 100 штук. Но ведь в каждом всего 40 граммов сухого пюре. Интересно, они тянут на полноценный обед или нет? Весь вопрос, чем заваривать. Если сидите на диете, то лучше водой. А если хотите повкуснее и посытнее, то добавьте молока и кусочек масла. А самое главное, на приготовление любимого блюда у Евгения уходит всего 3 минуты 15 секунд. А Паше придется снова начинать чистить картошку. Был один подросток, который нанес тяжкие телесные повреждения собственному дедушке во время уборки картофеля. Его звали, как вы помните, Антошка. Антошка, Антошка, пойдем копать и так далее. А нечего было привлекать к тяжелому физическому труду несовершеннолетних.